Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. У нас сегодня колода добра. Великолепная колода, которую прорисовала замечательный художник и мудрый таролог Колет Барон Рид. И изображение значения карт подается с позиции позитивной психологии. И поэтому, мои дорогие рыбы и рыбки, давайте будем добрее к собственной душе, милосерднее к самим себе. Жизнь наша не бывает полностью предсказуема. И позволить себе право ошибаться и идти дальше. На самом деле, когда мы не ищем где-то виноватых, а свои косяки анализируем и говорим, ну да, сглупила, да, например. Но мы учимся себе доверять. И это формирует очень сильную позицию, которая в дальнейшем перейдет, точнее, в самоодобрение, а самоодобрение переходит в самореализацию, когда мы добиваемся больших успехов. И когда мы становимся более внимательным к тому, что происходит вокруг, пользуемся как раз альтернативными методами или альтернативные варианты развития событий допускаем, и, значит, где-то скорректируем свои планы с учетом обстоятельств, обстановки, поведения людей. Вот психологически вот это все очень важно для каждого из нас, не только для вас, мои дорогие. Давайте узнаем, что же нам подскажут карты. Я так надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какую-то свою ситуацию, переложив на метафору карт, вы сумеете рассчитать на пару шагов вперед. И мы зададим два главных вопроса. Неожиданности, что важно знать на неделе для вашего знака, мои дорогие. Что у вас сейчас наиболее актуально на повестке недели? Что важно знать? Неожиданности или чего не избежать, чем можете столкнуться? Чему сейчас не время или что вам может помешать? Что же будет радовать, помогать вам? Что скрыто? Давайте такую карту достанем. Дела, работа, бизнес. Финансы и энергия денег. И личная жизнь. Что же для вас будет важно? Единорог у нас показан, да, это инакомыслие, это наши планы, это то, как мы видим мир. Вы, мои дорогие, и эти планы где-то могут, как и видение мира, не совпадать с теми видениями, которые у окружающих, у ваших близких, у ваших коллег. Вы чего-то хотите своего, а люди от вас могут хотеть чего-то противоположного. Есть такой момент. И вы знаете, по этой карте какой-то как настойчивость и в то же время сохранение своих намерений, своих целей. Свой путь как будто проходит все же, опять же, и единорог. Вы можете хотеть того, чего не видят другие, или вы можете вообще какой-то альтернативный для себя вариант надумать, и вас могут не разделять. Но о чем нам говорит карта? Что мы должны проявить настойчивость и где-то быть готовы к трудностям. Верность себе в первую очередь проходит по этой карте. И мы должны как будто продолжать что-то. И если даже с нами не согласны, значит, рассчитывать на себя. И выделить время для людей, если вот буквально, потому что по семерке, тем более огня, это всегда семерка жезлов. На вас могут влиять люди, отвлекая от ваших планов буквально. Вас могут пытаться переключить в решение тех вопросов, которые вам сейчас, как будто и не время, и не место. И вам придется где-то находить баланс между теми делами, которые, приходится, может быть, выполнить, и все же, вот есть какое-то мое намерение, ваше намерение. Вот это важно знать. Как будто нейтралитет какой-то или баланс вам придется на этой неделе устанавливать. Давайте в неожиданностях, вестник воды. Вообще, знаете, в неожиданностях, когда хочется больше романтики или больше какого-то позитива, или
само по себе какое-то известие, которое вас действительно радует, вдохновляет, или какая-то история любви, отношения, может быть, просто отношения. И ведь это карта рыцарства и самой по себе романтики, мечты, вдохновения. Вот неожиданно посетить вдохновение буквально может. Или вы решите по поводу какого-то своего проекта или то, чем я хочу заниматься. И у кого-то это может быть для вас самих даже неожиданно. Какая-то возможность у кого-то из вас, ну, может быть, и в личной жизни какая-то история, вы знакомитесь с человеком. Или к вам человек вдруг начинает какие-то знаки внимания вам оказывать. Все-таки рыцарство, да, тоже проходит. И вас эта история тоже где-то может захватить. Но будем реалистами, помним, да, у нас единорог. Как будто мы должны продолжить какой-то свой путь. И по вестнику воды, даже если вот что-то подобное, как случайное знакомство проигрывается, вестник воды нам говорят, ты не обольщайся, не строй пока каких-то грандиозных планов на далекую перспективу. Это лишь приятные эмоции на какой-то короткий момент. Да, у кого-то это могут быть те отношения, которые в последующем будут развиваться, а у кого-то это все закончится. Поэтому масштабных каких-то таких проектов нам по личной жизни, по крайней мере по этой карте, по новым людям не рекомендуют строить. Но вообще хорошее настроение как будто нам обеспечено. Чему сейчас не время? Не думать, что у вас все под контролем. Четверка огня, сильная позиция. Но не думать, что у меня сейчас, кстати, как будто хватит денег на все мои желания. Вот об этом тоже где-то, хоть у нас тут и огонь, но это карта праздника после победы. И даже если сильная позиция у вас на данный момент, не время устраивать праздник. Быть внимательному как и к своим идеям, так и к финансам. Не время что-то тиражировать. Или расслабляться, мои дорогие, чересчур. Вот где-то карта дополняет вестника воды. Этому не время. Видимо, праздник не отменяется, но задерживается. А что вам помогают? Деньги буквально, благополучие, умение прочно стоять на земле, просчитать какую-то ситуацию, не рисковать своим благополучием. Или не навредить себе, да, если вы думаете как-то иначе, в отличие от оппонентов, не устраивать с ними какие-то доказательства. Мы никому ничего не доказываем. Не рисковать, в принципе, собой. Помогают для кого-то ваши ближние, семья. Или просто приход денег, появление денег. Но как будто это благополучие нужно сохранять. Вот об этом все 4 карты. Что скрыто? Это, знаете, как у кого-то я ищу выход из создавшегося положения. Или я должен с чем-то определиться, должна. И вот этот выход или правильное направление избрать. И мы можем вот по этой карте как будто остановиться на полдороги. Вы чем-то занимались, посмотрите, у нас как раз так лежат расположены карты, что важно знать, что скрыто, чтобы вы могли продумать. И вот если какая-то остановка вынужденная, вы чувствуете, я словно куда-то шел, развивал, может быть, делал какой-то свой проект, тема меня интересовала, и вдруг я останавливаюсь, потому что я не уверен или не уверена, или я не знаю, меня что-то, может быть, как другое что-то интересует. Мне нужно добавить, ну, как-то расширить мои намерения или изменить, внести какие-то коррективы. И, значит, не бойтесь остановиться, потому что для вас важно, ну, где-то не продвигаться дальше. Может быть, если есть сомнения, вот правда, по работе, по делам, по вашим проектам, по личной жизни. Вынужденная вот это может быть остановка, чтобы как перезагрузка перед своеобразным, ну, дальнейшим прыжком, квантовым скачком, каким-то решением. Потому что если как будто есть то, что нужно, правда, скорректировать, а может быть и отказаться, это нужно тоже с этим как бы разобраться. Или, может быть, отсеять то, что не жизнеспособно. Все же вот эта остановка, она как будто необходима. Для кого-то из вас эта смена сферы деятельности даже может проиграться скрыто. Или в последующем, но это сейчас еще, пока вы не видите, будут как-то развиваться события, когда вам, возможно, придется совершить переезд. Или, наоборот, у кого-то в процессе этой недели была
в планах поездка куда-то или к вам приезд человека, и здесь вы можете это отменить или человек отменить. Вот где-то могут такое, как бы проиграться такие события на этой неделе, но все-таки восьмерка воды говорит о том, что мы спиной поворачиваемся к прошлому, и мы идем. И если мы будем идти мелкими шажками, если мы будем корректировать планы, то как будто успех нам карта обещает. Или выход из сложного положения вы найдете. Или если нужно совместить ваши планы где-то и взаимодействие с окружающим, у вас это где-то получится. Тут какие-то на пороге очень серьезные перемены могут быть у вас самих. И поэтому единственный момент, в балансе все должно, в гармонии находиться, как и в вашей душе, мои дорогие, так и во внешних проявлениях, в общении с людьми. Помните, что все решают люди, и наше умение договориться – это тоже не последний момент. Дела, работа, бизнес, карта Луна. Но еще 1000 неопределенности сама по себе карта Луна как раз нам и говорит о том, что что-то вы сейчас можете не видеть. Словно образы есть, конкретики ноль. И просчитать детально невозможно. Поэтому и не совершайте резких движений или резких заявлений. И вестник воды у нас как раз расположен вверху как неожиданность. Это как правда. У кого-то будет знакомство, а у кого-то какие-то дела встают на паузу. Вот так. И я не знаю, как мне... что мне предпринять в дальнейшем, или как откликнутся люди. Вот есть какой-то перепутье, развилка судьбы для кого-то из вас. Может быть, это просто один какой-то вопрос для кого-то из вас, когда я, не знаю, правда, вариабельность такова, что я не знаю, какие действия предпринять. И тут важно не торопиться по Луне, слушать свою интуицию. А для кого-то из вас это может быть что-то более глобальное. И тогда тоже не совершить ошибку, повторить что-то из прошлого. И если даже мы ошибаемся, то вовремя признать, что вот это не жизнеспособно. Правда, вот тут свою ошибку признавать, это будет во благо. И не замечтаться, правда. Не думать, наверное, что что-то произойдет само. Вот без наших усилий, да, если вы строите какие-то планы, дела, работа, бизнес, конкретика есть какая-то, что вы хотите осуществить. Вот просто пока не торопитесь. Если есть вынужденная задержка, примите во внимание, что карта Луна – это карта ожиданий. Ожиданий того, что это не значит, что мы просто сложили руки и ждем, а когда, мы дождемся какого-то удобного момента, но при этом вы точно должны понимать, что же вы намереваетесь делать. Но, может быть, методы придется корректировать. Давайте мы узнаем, что у нас по финансам, хотя по финансам нам сказали император. У кого-то может быть помощь человека или получение, правда, денег, которые задерживались какое-то время. По императору, посмотрите, тут не время, наверное, ведь это карта власти, думать, что деньги решают все. Здесь не время будет поставить деньги во главу угла. Здесь какая-то цель, вам с целью, как будто, мои дорогие рыбы и рыбки, нужно определиться, и тогда к этому все приложится. У кого-то из вас банально это вопросы в банках, или те вопросы, то, что вы будете решать, или где-то согласование, может быть, придется оплачивать за те или иные процедуры, когда власть проходит, да, или высокие чиновники, вот те самые оформления каких-то бумаг. Или есть, повторюсь, человек, который вам приходит на помощь, но это проиграется для единиц. Вообще нам говорят о новом статусе, как будто вам нужно построить новый статус. Где-то через деньги, по крайней мере, к этому будет возможность. И император, мудрый император, он понимает, что ни на события, ни на людей мы не влияем. И поэтому он вовремя готов скорректировать свои планы, чтобы намерение и цель, она осталась неизменна. Значит, для вас должна быть какая-то твердая уверенность в том, что вы хотите осуществить. Можно подкорректировать планы, но цель должна оставаться неизменна. Для кого-то из вас вот именно в этой колоде по карте император проходит обучение. И вот если вы определитесь с каким-то обучением, может быть, у вас
На повестке недели стоит вопрос, куда я пойду учиться. И вам нужно теперь определяться. Может быть, это второе образование, может быть, это какие-то дополнительные курсы. Тогда знайте, от вашего правильного выбора будет зависеть ваш финансовый успех и ваша, в хорошем смысле, власть над судьбой, да, или будем говорить, когда вы изменить сможете качество жизни. Поэтому тут обучение будет проигрываться как серьезный выбор. В личной жизни тройка Земли. Да, это сама по себе карта, когда мы сдаем экзамен, кстати. Карта перехода. У кого-то это будет экзамен, кстати, после обучения, когда конкретно вы получаете уже документы, вот они, перспективы перед вами открываются. Для кого-то жизненный экзамен. Наверное, здесь по-разному. Но предполагается какое-то взаимодействие уже по этой карте, как и с нашими близкими. Когда близкие разделяют наши планы, вверху у нас десятка Земли, вас будут поддерживать, мои дорогие. Это точно. Ну, по крайней мере, ваши ближайшие люди, те, кто вас любит, те, кто к вам относится хорошо. И даже если вы решите пойти учиться, значит, поддержка у вас как будто обеспечена. Это карта собственности и карта надежности на личную жизнь. Это ваш где-то базис, это ваш якорь. И, мои дорогие, он у вас есть. Неважно, один или одна вы, или сложные отношения, нам просто говорят, что есть надежность. Ну, а для людей семейных и тех, кто в паре, тут как раз для себя можно много вопросов, как будто и наметить на будущее, и как будто тактику уже тоже сложить. Все-таки десятка Земли может говорить вплоть до, опять же, переезда и смены места жительства. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.